Приготовить варено-копченый говяжий язык в кастрюле на плите на кухне в квартире? Да, друзья, это возможно. Я буду готовить охлажденный говяжий язык весом около килограмма. Первым делом язык необходимо засолить. Солить я буду мокрым посолом. Для приготовления рассола мне понадобится только соль и сахар. Количество соли и сахара я рассчитываю, исходя из общего веса мяса и воды, в которой я буду солить язык. На 1 килограмм общего веса мяса и воды я беру 26 грамм соли и 5 грамм сахара. Соль и сахар засыпаем в воду, доводим до кипения и остужаем до комнатной температуры. Использовать для приготовления рассола обычную поваренную соль или морскую – это дело вкуса. Я в приготовлении блюд использую морскую соль. В остывший рассол укладываем язык. Время засолки зависит от толщины продукта, крепости рассола и температуры, при которой солим продукт. Чтобы язык хорошо и равномерно просолился, ставим его в холодильник на 72 часа. Один раз в сутки рекомендуется переворачивать язык и перемешивать рассол. Через 72 часа сливаем рассол, а язык промываем под холодной проточной водой. Далее необходимо отварить язык. Необходимо залить язык водой и довести его до кипения. Первую воду сливаем, а язык промываем. Теперь в кастрюлю необходимо снова налить воду и довести ее до кипения. И уже в кипящую воду положить язык. Воду солим так, чтобы у нас получился соленый бульон. Когда язык закипит, убавьте огонь на средний, так, чтобы язык кипел, но не сильно. Отвариваем язык после закипания в течение часа. Затем язык достаем из бульона. А бульон, в котором варился язык, вы можете использовать для приготовления какого-то блюда. Например, сварить борщ. Перед тем, как коптить язык, его необходимо будет подсушить. Шкурку с языка я не снимаю. Сушим язык в течение нескольких часов до образования легкой сухой корочки на его поверхности. Берем 12 грамм щепы для копчения. Обращаю внимание, что щепа у меня сухая. Я ее не увлажняю. Я для копчения использую щепу ольхи, так как, на мой взгляд, она является достаточно универсальной и подходит для копчения практически всех продуктов. Щепу высыпаем на блестящую сторону обычной пищевой фольги. Равномерно распределяем щепу по всей поверхности фольги и накрываем вторым слоем. Края фольги загибаем так, чтобы у нас получился своеобразный конверт. Этот конверт плотно укладываем в кастрюлю. В верхнем слое фольги обычной зубочисткой делаем проколы. В кастрюлю укладываю подставку. В качестве подставки я использую металлическое неразъемное кольцо для выпечки, а также металлическую подставку под горячее. Все это вы можете купить на обычном маркетплейсе. Эти приспособления вам пригодятся не только для копчения, но и для приготовления других блюд. Сверху на подставку укладываю язык, так, чтобы он не соприкасался со стенками кастрюли. Ставим кастрюлю на самую большую конфорку и включаем максимальный нагрев. Отверстие в крышке я закрываю обычной палочкой с подсушей. Это я делаю лишь для того, чтобы дыма выходило меньше. Но этого можно и не делать, так как дыма из кастрюли через отверстие в крышке выходит совсем немного. Примерно на 3-й минуте, как я включил нагрев, начинается дымообразование. С начала дымообразования я засекаю примерно 1 минуту. Можно также ориентироваться на цвет дыма. Когда дым начнет менять цвет с белого на желтый, можно выключать нагрев и переставлять кастрюлю на самую маленькую конфорку. Переставляем кастрюлю на самую маленькую конфорку и включаем самый маленький нагрев. Многие зрители переживают, что в результате нагрева кастрюли дно может отвалиться. В общей сложности сильный нагрев кастрюли происходит до 5 минут. За это время кастрюля просто не успевает нагреться до таких критических температур, чтобы дно отвалилось. Это сравнимо с разогревом обычной сковороды перед приготовлением. После того, как я переставил кастрюлю на самую маленькую конфорку с минимальным нагревом, я засекаю 1 час. Примерно через 10 минут с начала копчения дыма в кастрюле уже не будет, но он не вышел из кастрюли, а адсорбировался на поверхности нашего продукта. И по сути основной этап копчения уже закончился. А далее идет просто термическая обработка продукта. После 1 часа приготовления на самой маленькой конфорке при минимальном нагреве выключаем нагрев, но крышку при этом не открываем. Необходимо, чтобы кастрюля остыла вместе с продуктом,
как минимум в течение 30 минут, а лучше дождаться полного остывания кастрюли. Вот такая красота у нас получилась. Язык получается очень красивый и ароматный. Кастрюля при этом совсем не пострадала, а желтый налет от дыма легко отмывается обычной пищевой содой. После копчения продукт мы сразу не едим, а ставим его на проветривание. Или правильнее сказать, на выдержку на 12 часов в прохладное место. Я ставлю в холодильник. Продукт можно даже оставить в той же кастрюле, в которой вы коптили, с закрытой крышкой. За эти 12 часов процесс копчения все еще продолжается. Происходит процесс абсорбирования или проникновения дыма в структуру и насыщения продукта дымом. Через 12 часов вкуснейшая закуска готова. Такой язык станет не только настоящим украшением вашего праздничного стола, но и гости будут в восторге от его великолепного вкуса.